Сегодняшний выпуск про породу, которая регулярно возглавляет рейтинги самых умных пород собак в мире. Это всеми любимая бордер колли. Эта порода отличается отличным здоровьем. И всем нам, конечно, хотелось бы, чтобы наши питомцы всегда были здоровы, но иногда все же приходится идти в клинику. Хочу посоветовать интересное видео, в котором ветеринар рассказывает про свою работу, дает советы владельцам животных и вообще показывает изнанку этой важной профессии. О многом вы наверняка даже не догадывались. Какого питомца завести, если живешь в однушке, как поладить с хаски, какая у ветеринара любимая часть работы и как выглядит стационар ветклиники. Видео сняли ребята с канала Раскадровка. Они каждую неделю по пятницам рассказывают об интересных профессиях. На канале уже есть видео о пожарных и их нелегком героическом труде. Также вы узнаете, сложно ли девушке работать в такси и как побороть страх и волнение. Узнаете, сколько можно заработать, устроившись обычным курьером, и еще кое-что, что вы наверняка не знали об этой работе. Чуть суп не пролил. Смотрите, подписывайтесь, там правда очень интересно. Ссылки на канал Раскадровка и ролик про ветеринаров будут в описании и закрепленном комментарии. А мы переходим к нашей самой умной породе. Согласно легенде, появлению на свет породы бордер колли поспособствовали скандинавские викинги, которые часто наведывались в Англию и Шотландию. Их собаки породнились с местными овчарками, и от этого союза на свет появилась порода лучших в мире собак-пастухов. Название породы закрепилось в середине 17 века. Связано оно с английским словом border, что в переводе граница. Поскольку главной обязанностью бордер колли было перегонять стада овец в определенных границах. Эта порода настоящая находка для фермеров. Собака не причиняет вреда овцам, но неразумных, отбившихся от стада животных, возвращает в отару, слегка покусывая их за ноги. Со временем функции этой породы расширились. Сегодня собаки этой породы работают пожарными, спасателями и поводырями для незрячих людей. Долгое время из-за пастушьей жизни, наполненной тяжелым трудом, четвероногие этой породы оставались в стороне от выставок. Официально их признали только в 1976 году. Согласно стандарту породы, окрас может быть практически любым. Черный, коричневый, мраморный, разноцветный или одноцветный. Главное, чтобы не превалировал белый цвет. Сама шерсть может быть как короткая, так и длинная. Цвет глаз любой. При этом часто встречается гетерохромия, то есть разный цвет радужной оболочки. Вес бордеров в среднем 15-20 кг, а высота в холке около 50 см. Характер у этой породы миролюбивый. Собаки ласковы с хозяевами и приветливы с незнакомцами. Они очень активны, но при этом и очень послушны. Их легко дрессировать. Они буквально схватывают все на лету и будто предугадывают ваши желания. Для запоминания команды достаточно всего нескольких повторений. Кажется невероятным, но освоить любую команду бордер колли может всего за сутки. Поскольку бордеры высокоинтеллектуальные и при этом очень энергичные животные, им необходимы сложные задачи. От простых команд сидеть, лежать, стоять, они быстро заскучают и начнут шкодить. Эти умные собаки с удовольствием будут преодолевать преграды или заниматься челночным бегом, гоняться за футбольным мячом, ловить летающую тарелку или бегать с вами на перегонки. Чем разнообразнее активные развлечения, тем счастливее пес. Но помните, что физические нагрузки для этой породы обязательно должны сочетаться с умственными. Жить бордеры могут как в частном доме, так и в городской квартире. Но в мегаполисе этой собаке все же будет тесно. Ей необходимо раздолье и не просто многочасовые прогулки, а настоящие беговые марафоны. Силы и энергии у гиперактивного бордера хватит даже на 5-7 часов интенсивного бега. Приятная внешность, уникальный интеллект, дружеские качества и легкий характер сделали бордер колли одной из самых популярных пород собак в мире. Бордер колли наблюдательные, добродушные трудяги с чрезвычайно миролюбивым характером. Бесцельному лежанию на коврике эти собаки всегда предпочтут выполнение какого-нибудь ответственного поручения или интенсивную тренировку на свежем воздухе. Работа для этих собак не рутина, а смысл жизни. Поэтому не стоит пытаться переделать энергичного бордера в диванного горожанина. Бордер колли считаются очень добрыми собаками, но определенное недоверие к незнакомцам животные все же испытывают. А вот детей эти скромные интеллектуалы любят вполне искренне. Еще бы, ведь их можно пасти сутки напролет, неустанно загоняя отбившихся индивидов в безопасную зону и не выпуская их из нее, пока не поступит разрешение от всесильного и многоуважаемого хозяина. Кстати, об отношениях с владельцем. Сложно найти существо, способное любить вас больше, чем бордер колли. Эти исполнительные трудоголики готовы целиком и полностью раствориться в своем хозяине, ничего не требуя взамен.
Бордеры-собаки, нуждающиеся не только в регулярных физических нагрузках, но и в постоянной дрессировке. Уроки они схватывают на лету. Кроме того, это одна из немногих пород, которую не нужно без конца стимулировать вкусняшками, чтобы отработать простейший навык. И все же дисциплинированность и усидчивость у щенков развиты слабо. Если животному надоело выполнять однообразные команды, оно просто сменит вид деятельности на другой, с его точки зрения более интересный. Сами владельцы бордеров называют своих питомцев лучшими фитнес-тренерами по той простой причине, что с ними не остается времени на пассивный отдых. Стандартные выгулы в вяло-расслабленном темпе с этими товарищами не прокатят. Бордер-колли требуется полноценная пробежка с играми и сложными заданиями на сообразительность и ловкость. Фрисби, флейбол, прыжки в воду – вот стандартные развлечения, на которые очень быстро подсаживаются представители данной породы. Бордер-колли – это пастушья собака, они очень энергичные, умные и веселые. Благодаря своим качествам, эта собака стала очень полезной для многих фермеров. Она не только охраняет овец, но и не дает им разбегаться, загоняя каждую из них в стойло. Сейчас собаки этой породы стали пользоваться большой популярностью у городских жителей. Бордер-колли имеют средний размер тела, они очень подвижные и дружелюбные. Такие собаки станут для вас хорошим помощником и настоящим другом в любом походе. Бордер-колли известны своим драйвом, помноженным на выдающийся интеллект и высокую обучаемость. Именно поэтому нередко в группе опытных туристов или альпинистов можно увидеть бордер-колли. Бордер-колли – это самая обучаемая собака, о чем говорят 99% всех существующих рейтингов пород собак. В интернете можно найти сотни роликов, где бордер-колли выполняют сложные трюки, участвуют вместе с хозяином в театрализованных представлениях и шоу, проходят тесты на интеллект и даже выполняют за человека домашние обязанности. Природа наградила их высокой способностью к концентрации внимания, благодаря чему их можно научить чему угодно в рекордно короткие сроки. Бордер-колли – это очень активные собаки, которым сложно уживаться в квартире. Им нужно пространство и постоянная активность. Если у вас большой дом, то эта собака может стать членом вашей семьи. Из-за своих пастушьих инстинктов бордер-колли стремятся оберегать свою семью и территорию, и из них получаются прекрасные сторожевые собаки. Также они могут следить за маленькими детьми и оповестят хозяина лаем, если что-то пойдет не так. Собаки этой породы даже есть в книге рекордов Гиннесса. Например, пес по кличке Рико, с которым провели интересный эксперимент. В одной комнате разместили множество игрушек, которые предварительно хозяин все показал собаке и каждой из них дал название. Затем хозяин вышел в другую комнату и называл собаке игрушку, которую нужно принести. Рико справился в 38 случаях из 40. Более того, пес даже проявил склонность к дедукции. В комнату с игрушками положили еще одну, которую пес раньше никогда не видел и не знал ее название. Хозяин сказал принести ее. И пес догадался, что незнакомое слово относится к новой вещи. Есть в книге рекордов и еще один пес породы бордер-колли по кличке Чейсер. Этой собаке принадлежит рекорд по самому богатому словарному запасу, а точнее по количеству слов, которые запомнила собака. Она их знает более 1000. И тому подтверждение многочисленные тесты, которые собака безошибочно проходит. Например, определение имен 20 случайно выбранных игрушек, среди которых пес помнит даже названия игрушек, которые не видел долгое время. Более того, Чейсер даже умеет комбинировать слова. Например, он запомнил команды «тронь носом», «тронь лапой» или «принеси». И эти команды пес может комбинировать с любым предметом. Например, «тронь носом колокольчик» или «принеси розового плюшевого слона». Подобные таланты у этой породы развились за многие века работы с человеком. Бордер-колли – это пастушья порода, которая восприимчива к языку человека. Ей нужно было следить за овцами и при этом слушать указания человека. Именно это и позволило развиться такому таланту. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Ваша поддержка в виде лайков очень важна для нас, так что самое время нажать эту кнопку. Также пишите в комментариях, какая порода у вас, какие породы нравятся больше всего и о каких породах вы хотите увидеть новые выпуски.
Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. И взгляните, что мы еще подготовили для вас.